Всем привет! С вами снова канал Напряги Извилины. И сегодня у нас 5 очередных загадок. Ну что, приступим. Первая загадка. Один молодой человек хотел попасть в клуб на закрытую вечеринку. Чтобы войти внутрь, посетителям необходимо было охраннику на сказанную им фразу ответить слово «пароль». То есть какое-то слово, которое являлось паролем. Молодой человек спрятался недалеко от охраны и стал подслушивать, что спрашивает охрана и что отвечают посетители. Первому посетителю охранник задал вопрос. 22? Посетитель ответил 11 и был пропущен внутрь клуба. Второму посетителю охранник задал вопрос 28? Посетитель ответил 14 и тоже был пропущен внутрь клуба. Молодой человек подумал, что разгадал шифр и подошел к охраннику. Тот задал вопрос 42? Молодой человек ответил 21. Охранник не впустил его и сказал, что вечеринка только для приглашенных. То есть шифр был назван неверно. А как вы думаете, что надо было ответить охраннику на этот вопрос, если ответ 21 неверный? Подумайте и, как всегда, пишите свои варианты ответа в комментариях. Ну а мы переходим ко второй загадке. Под низким мостом остановился грузовик. Его нельзя было продвинуть вперед, не повредив крышу. Чтобы проехать, не хватало каких-то 3 сантиметров. Шофер грузовика пребывал в полном недоумении, пока маленькая девочка не предложила ему простое решение. Какое же решение предложила шоферу маленькая девочка? Мы переходим к третьей загадке. Здесь ситуация такая. Вы хотите послать своей любимой девушке посылку с бриллиантовым колье. Вот оно колье. Это, скажем, туда, куда надо запаковать это колье. То есть, скажем, посылка. Но при этом единственный способ это воспользоваться почтой. Можно повесить на посылку любое количество замков. Допустим, открыть замок без ключа никто не может, как и вскрыть посылку. Но вы ни при каких обстоятельствах не хотите рисковать и посылать по почте ключи. Как вам быть абсолютно уверенным, что ваша любимая девушка получит подарок и сможет открыть посылку? Предлагайте свои варианты ответов. Обязательно пишите в комментариях варианты ответов. Но мы переходим к четвертой загадке. Чтобы вы понимали, это кусок сыра такой круглый. И задача такая. Попробуйте 3 движениями ножа разрезать сыр на 8 равных кусков. На 8 равных кусков надо разрезать вот такой большой кусок сыра. И всего лишь 3 движениями ножа. Подумайте. А мы переходим к 5-й загадке. Слушайте внимательно условия. Она будет немножко такая длинная. Поэтому надо очень внимательно слушать все условия. Это важно. Итак, Мэри и Бен жили в одном доме вместе с 4 своими друзьями. Однажды, вернувшись с работы, Бен увидел на диване мертвую Мэри и тут же вызвал полицию. Или милицию, да. Детектив приехал на вызов и понял, что Мэри убили совсем недавно. Он опросил всех 4 друзей. Итак, друзья были Мия, Джейн, Дженнифер и Джон, да? Мия была на кухне
и рассказала, что пришла с работы 2 часа назад и тут же отправилась на кухню. Джон сидел с книгой на шезлонге в саду и, по его словам, не уходил оттуда с самого утра. Дженнифер плавала в бассейне и сказала, что провела там не менее 3 часов. А Джейн была в своей комнате и рисовала. Детектив попросил всех показать свои руки и тут же понял, что один из них соврал, а значит, этот человек и есть убийца. Как детектив определил убийцу? То есть, как же детектив, вот благодаря, видимо, осмотренным рукам всех этих 4 друзей догадался, кто убийца. Вот такие вот загадки сегодня. Подумайте, поставьте видео на паузу. Обязательно, напоминаю, пишите варианты своих ответов в комментариях. А мы переходим к ответам. Так, напоминаю условия первой загадки. Да? Значит, был один молодой человек, который хотел попасть в клуб на закрытую вечеринку. Чтобы войти внутрь, посетителям необходимо было охраннику на сказанную им фразу ответить слово «пароль». Некий пароль был, да. Молодой человек спрятался недалеко от охраны и стал подслушивать, что же спрашивает охранник и что отвечают посетители. Первому посетителю охранник задал вопрос 22, посетитель ответил 11 и был пропущен в клуб. Второму посетителю охранник задал вопрос 28, посетитель ответил 14 и тоже был пропущен внутрь клуба. И затем молодой человек подумал, что разгадал этот шифр и подошел к охраннику. Охранник задал ему вопрос 42, молодой человек ответил 21. И охранник его не пустил в клуб. То есть слово «пароль» было названо неверно. А какое же слово «пароль» на данный вопрос было бы правильным? Ответ очень простой. Надо было ответить 8. Почему же 8? То есть шифр заключался в подсчете количества букв, из которых состоит название цифры, сказанное охранником. То есть, да, 22, в этом слове 11 букв, 28, это 14 букв, и 42, соответственно, 8 букв. Вот такой вот был ответ. Мы переходим ко второй задачке. Да? Значит, под низким мостом остановился грузовик, его нельзя было подвинуть вперед, не повредив крышу. Чтобы проехать, не хватало всего лишь 3 сантиметров. И вот маленькая девочка шоферу, который был в полном недоумении, подсказала, нашла простое решение. Какое же оно? А девочка предложила выпустить немного воздуха из шин, ровно столько, сколько необходимо для проезда. То есть чуть-чуть шины приспустили, таким образом выиграли 3 сантиметра, и грузовик мог проехать дальше под мостом. Соответственно, можно было и потом шины обратно подкачать, но препятствие было преодолено. Вот. Третья задачка. Вы хотите послать свою любимую посылку с бриллиантовым колье, при этом единственный способ – это воспользоваться почтой. Можно повесить на посылку любое количество замков. Допустим, открыть замок без ключа никто не сможет, как и вскрыть посылку. Но вы ни при каких обстоятельствах не хотели бы рисковать и посылать по почте ключи. Как же здесь быть? Вот. И предлагается такой вариант ответа. Вы на свою посылку ставите замок и отсылаете своей девушке. Получив посылку, девушка
ставит на эту посылку свой замок. Да, ну, соответственно, ключ оставляет у себя, как и вы оставили от своего замка ключ у себя, и отсылает вам обратно. Получив посылку от девушки, вы открываете своим ключом свой замок и отсылаете ей заново. Ну и когда девушка получает посылку, на которой уже вашего замка нет, а висит только ее замок, ну и ключ от своего замка у нее, она открывает ее. Вот, и таким образом колье оказывается у нее. Вот. Ну и она его носит, радуется, и все довольны. Вот. Ну и четвертая задачка. Есть кусок сыра, и его надо 3 движениями ножа разрезать на 8 равных кусков. Ну и вот я предлагаю такой вариант ответа. Да? Вот, синими пунктирными линиями отмечено, что его можно разрезать, допустим, сначала вот так вот вдоль, ну а потом, как вот подобно пицце, разрезать не на 8, а на 4 части. И тогда получается 8 кусков. Вот раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, ну и там за 7-м 8. Вот и пятая задачка. Жили-были Мэри и Бен в одном доме вместе с 4 своими друзьями. Однажды, вернувшись с работы, Бен увидел на диване мертвую Мэри и тут же вызвал полицию. Детектив приехал на вызов и понял, что Мэри убили совсем недавно. Он опросил друзей. Мия была на кухне и рассказала, что пришла с работы 2 часа назад и тут же отправилась на кухню. Джон сидел с книгой на шезлонге в саду и, по его словам, не уходил оттуда с утра. Дженнифер плавала в бассейне и сказала, что провела там не менее 3 часов, а Джейн была в своей комнате и рисовала. Тогда детектив попросил показать всех свои руки и тут же понял, что один из них соврал, а значит, этот человек и есть убийца. Как детектив определил убийцу? А ответ такой: если бы, когда детектив посмотрел руки, он понял, что соврала Дженнифер, так как если бы Дженнифер провела столько времени в бассейне, то ее кожа на ладонях и пальцах была бы сморщена. А как мы видим на рисунке, у нее кожа совершенно нормальная. То есть Дженнифер соврала, и она убийца. Вот такие вот задачки на сегодня. Надеюсь, вам они понравились. Обязательно пишите варианты своих ответов в комментариях. Кто еще не подписан на канал, подписывайтесь. Будет еще впереди много интересных загадок, задачек, головоломок. Всем большое спасибо. Пока-пока.